Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю торт «Карамельная девочка». По своей сути, этот торт очень напоминает известный торт «Молочная девочка». Можно даже так сказать, что это родная сестра молочной девочки. Но тесто здесь для коржей готовится не на обычной сгущенке. Здесь добавляется вареная сгущенка. И в прослойку между коржей кладется карамельный соус. Получается очень нежный, очень мягкий, очень карамельный, очень вкусный тортик. Лично мне он по вкусу отчасти напоминает медовик. Готовится торт абсолютно несложно. Давайте готовить. Для коржей нам понадобится банка вареной сгущенки, это 370-380 граммов, 160-200 граммов муки, говорю через тире, поскольку вареная сгущенка бывает очень разной, 100 грамм сливочного масла, 2 средних куриных яйца и пакетик разрыхлителя для теста. Вес пакетика 10 граммов. Смешиваем муку и разрыхлитель, а затем просеиваем. Сливочное масло растапливаем. Готовить тесто для коржей можно и без сливочного масла, но в этом случае вам понадобится муки немного меньше, скажем 130-140 граммов. А тесто будет готовиться точно так же. Яйца слегка взбиваем, добавляем вареную сгущенку и размешиваем до однородности. Вмешиваем растопленное сливочное масло. К этому моменту сливочное масло не должно быть горячим. И в последнюю очередь вмешиваем муку с разрыхлителем. Попутно обращу ваше внимание, что в рецепте указано количество муки через тире 160-200 граммов, поскольку вареная сгущенка бывает очень-очень разной. Я взяла сразу же 200 граммов, но изначально можно взять муки немного меньше и затем при необходимости добавить. Я сначала размешиваю муку лопаточкой, а в конце коротко пробью тесто миксером до однородности. Вот такое тесто у меня получилось в результате. Знаете, вот оно густовато. В моем случае надо было бы взять муки немного поменьше. Выпекать коржи мы будем на листе бумаги для выпечки. С обратной стороны бумаги можно нарисовать круги и затем распределить по форме теста. Но мне удобно формовать коржи при помощи стенок от разъемной формы для тортов. У меня форма диаметром 20 см, но подойдут формы и другого размера. На центр кладем примерно 2 столовые ложки теста и распределяем тесто ровным слоем. Форму аккуратно снимаем, перекладываем корж прямо на листе бумаги для выпечки на противень и выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке до готовности. Пекутся коржи очень быстро, примерно 5-8 минут. Готовность коржей я определяю легким надавливанием на середину. Если палец не проваливается, корж готов. Свежеиспеченный корж сразу же снимаем с пергамента, перекладываем на ровную поверхность и даем остыть. Освободившийся пергамент можно использовать для выпечки очередного коржа. Удаляем остатки предыдущего коржа, ставим стенки от формы, выкладываем тесто и точно таким же образом его распределяем и выпекаем очередной корж. Мне очень часто приходится читать комментарии с жалобами на то, что коржи плохо снимаются с бумаги. И каждый раз я отвечаю, что проблема здесь не в рецепте, не в тесте, а проблема в самой бумаге. Вот на такой бумаге я пеку коржи. Всего из этого количества теста у меня получилось 7 коржей. Коржи я подровняю. Для этого подбираем подходящий по размеру либо тарелочку, либо крышку и подравниваем корж по форме. Обрезки коржей собираем. Я их дополнительно подсушу в духовке, дам полностью остыть и затем измельчу в крошку. Этой крошкой я буду просыпать борта торта. Для прослойки коржей нам понадобится карамельный соус. Карамельному соусу посвящено отдельное видео. Ссылку на видео поставлю в описании под этим видео. Для этого торта будет вполне достаточно карамельного соуса, приготовленного из половины нормы. Но соус очень вкусный, поэтому можете смело готовить целую норму. Половина уйдет на торт, а половину с удовольствием съедите просто так. С кофе, чаем. Очень вкусно. Для крема нам понадобится
400 мл жирных сливок для взбивания. Я обычно беру сливки жирностью 35%. Сахарная пудра по вкусу. Я взяла 40 граммов, но можно взять больше или меньше. И примерно 150-200 грамм карамельного соуса. Достаем из холодильника сливки. Напомню, что взбиваются только очень жирные и очень холодные сливки, поэтому до того момента, когда вы начнете с ними работать, сливки обязательно должны быть в холодильнике. Взбиваем сливки с сахарной пудрой до устойчивого состояния. Как вариант, готовить этот торт можно без карамельного соуса. Можно, например, взбить сливки с вареной сгущенкой. Обычно на 500 мл сливок берут банку вареной сгущенки. В нашем случае на 400 мл сливок понадобится не полная банка. И нам останется только собрать торт. Кладем на сервировочную тарелку первый корж, сверху немного карамельного соуса, взбитые сливки, распределяем, выкладываем второй корж, еще немного карамельного соуса, опять взбитые сливки. И таким же образом собираем весь торт. На последний корж мы не выкладываем ни карамельный соус, ни взбитые сливки. Взбитыми сливками промазываем борта торта и просыпаем подготовленной крошкой. Карамельным соусом я отсажу подтеки. И нанесу небольшое количество соуса сверху. Украшать торт я буду попкорном. Мне кажется, что он очень гармонирует по цвету. Попкорн можно взять любой, можно взять сладкий, такой сейчас тоже выпускается. Но мне кажется, что даже соленый сюда вполне подойдет. Сочетание подсоленного попкорна и сладкого карамельного соуса создает такую очень интересную игру вкусов. И лично мне оно нравится. Убираем торт на несколько часов в холодильник, чтобы он хорошо пропитался, стал нежным и мягким. Итак, наш торт «Карамельная девочка» готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.